Получается, почти всю зарплату могут в качестве штрафа списать? Когда подходит женщина легкого поведения, начинает что-то там рассказывать. Вот игра Мгм. меня очень хорошо этому научила. Я просто сел сам и поехал. А за руль какого грузовика ты сел впервые? Целый месяц без еды, без ничего или Ну, что? А как вообще выживаете? Всем привет, меня зовут Лиза, добро пожаловать ко мне на канал. И сейчас вы увидите крайне интересное видео, я безумно им довольна. А все потому, что у меня получилось взять интервью у реального опытного дальнобойщика. Вы услышите много разной интересной информации, историй. Я задала много интересных вопросов, поэтому я очень сильно надеюсь на вашу поддержку, на ваши лайки и комментарии. И также в этом ролике я буду доставлять груз и параллельно в Дискорде общаться с Михаилом, который, собственно, и будет отвечать на мои вопросы. Наверное, самый интересный, самый первый вопрос, как ты вообще к этой профессии пришел? Можешь рассказать? я все просто. Ты знаешь, я тебе скажу так. Если бы я, допустим, не увлекался машинами с самого детства, вот я бы, наверное, никогда бы в жизни не стал дальнобойщиком, да и вообще, в Мгм. принципе, водителем профессиональным. Мгм. Вот, то есть, как тебе объяснить? Вот сейчас такое время, как бы, что эта работа не особо приносит там, допустим, тех денег, больше приносит неприятности, очень большая ответственность. Мгм. Но, как бы тебе так сказать, это то, без чего ты жить не можешь, допустим. Это то, Да, с да. чего у тебя началось, допустим, ты с детства это любишь. И вот именно и поэтому, по этой причине, что я себя в этой работе чувствую как рыба в воде. Здорово, здорово. А как давно ты в этой сфере? Как давно Именно работаешь? дальнобойщиком я работаю. Именно дальнобойщиком работаю 1,5 года. А вообще вот именно на грузовиках я начал работать с 19 лет. Это почти 6 лет. О, то есть прям вот самая-самая молодость и сразу пошел на грузовики. Интересно так вообще. Ну, ну А, да. а какие типы перевозок ты выполняешь? Ну, то есть ты между городами или там в другие страны, или как-то внутри города? Было всякое. Сначала я работал, естественно, что по городу. Допустим, я работал на одном заводе сначала, потом на другом заводе. Вот. Потом устроился на фирму уже междугородние перевозки, то есть внутри Мгм. страны. А вот последний раз я ездил уже на заграницу. Это у меня первый О, международный рейс был. Но это о, я ездил не сам, я ездил там, скажем так, стажировался, но как бы всю фишку, допустим, понемножку начинаю вкуривать. мгм. То есть, А, допустим, вот м, прохождение там таможни, документы и все такое прочее. ой, интересно, наверное, в Так, другую так. страну это что-то такое, как будто бы на новый уровень какой-то выходишь, мне кажется. Так страшно, наверное, Ну, волнительно. но оно-то да, скажем так. Во-первых, потому что это ответственность не столько, допустим, сколько ты ездишь в другую страну, сколько, допустим, штрафы большие. Вот даже прохождение границы нужно сделать четко, правильно, то есть четкая последовательность действий. Нужно там заехать правильно, допустим, на весы, нужно там сначала пройти паспортный контроль. Ну, в общем, все вот эти действия, они и то на границах не бывает ничего четкого. Бывают Мгм. какие-то изменения, допустим, последовательности. Ну, то есть э, нужно, в принципе, вот как бы тебе так сказать, не спешить там в первую очередь. И вот приехал, там даже что-то не знаешь, спросил. Либо с кем-то, если едешь, допустим, у кого-то из опытных водителей там спрашивать. То А есть, сколько... как говорится, знаешь, есть такое пословица, язык до Ага. Киева доведет. А сколько обычно длится вот эта вот проверка на таможне? Не знаешь? Все может быть по-разному. Ага. Не, все может быть по-разному. Ну, именно проверка, там не совсем она проверка, называется просто переход границы. Вот, А, допустим, в игре, вот давай возьмем допустим, возьмем в игре вот в Евротрак симулятор, да, допустим, вот переход границы, допустим, на Турцию. Ты ж там проездила в этой части, ну, в игре именно. да, да, ездила. Конечно. Вот.
Вот смотри, получается, я тебе скажу одно. Все, что показано в игре, абсолютно неправильно. Потому что, во-первых, есть понятие такое, как накопители, есть такое понятие, как прохождение границы одной страны, потом нейтральная территория, а потом граница той страны, в которую ты въезжаешь. То Мгм. есть, и плюс это еще затраты на бумажки, ну, то есть вот эти документальные вопросы, там пломбы и все такое прочее. А в игре это не показано. В игре ты просто приехал, там тебя как типа машину посмотрели и все, и ты поехал. Ну Проход да. границы занимает меньше, чем 10 минут по игре. Ага. А в реальности может быть, допустим, вот самые длинные. Я, допустим, вот ездил на Болгарию, я стоял в накопителе с Румынии, нет, подожди, с Молдовы на Румынию, накопителе, сейчас скажу, 5 суток, и шестые сутки мы двигались. Это Ох самое долгое ты. было. 5 суток, жесть, это Есть, так долго. ну, это еще не самое долгое. Я вот недавно видел вообще проход границы, по-моему, на Грузию. Там такая колейка собралась. Ну, колейка это когда вот стоят в ряд очень много дальнобойщиков. То есть вот Мгм. колонна, скажем так. И вот эта колонна там, я не знаю, что-то около 30 километров собралась. И дошло до того, что они уже месяц там стоят. А как Но вообще это самое жесть. И, выживаете? допустим, Как люди живут? Они магазины какие-то, да, наверное, есть рядом? Целый месяц без еды, без ничего или ну, или как? нет. Ну, в машине же ж есть холодильник, это раз. Запасаются едой. Еду Мгм. берут в основном такую, которая мало портится. То есть, Мгм. допустим, если берут еду, стараются такую, чтобы можно было поверх холодильника положить, потому что холодильник же там маленький, не такой, что Да, да. как, допустим, как вот в американских грузовиках, там холодильники чуть-чуть побольше, ну, еще все зависит от комплектации. Если там вот какой-нибудь слипер такой, ну, в American Truck Simulator нет еще таких грузовиков. Мгм. Может, видела просто, допустим, самодельные такие спальники ставят сзади, и Мгм, там да. целый жилой комплекс, вплоть с душем Да-да-да. и все прочее. Там длина грузовика что-то около 10 метров только. Мгм. Если еще к нему прибавить прицеп на 53 фута, и вот, ну, я даже не знаю, какая длина, там очень большая длина, потому что Мгм. 53 фута это 17 метров 100 и 100 сантиметров. Ой, это Что-то очень примерно такая вот длина. да-да-да, очень длинный получается грузовик. Да, это, Ага. Слушай, а вот, да, это длинно. грузовик, тебе выдает грузовик компания или у тебя свой? Такой Нет, у вопрос. меня своей фуры нету. Ага, а хотел бы, Нет, кстати? нет, нет, я на фирме. Мгм. Ну, конечно, хотел бы. Только для того, чтобы сделать, вот, допустим, работать на самого себя. Сейчас не Мгм. такое время, допустим. Очень сложно самому подняться, очень. То Конечно, есть в игре, конечно. допустим, вот ставки. В игре, допустим, вот такие вот ставки, что, ну, ты, грубо говоря, начинаешь, да, сам по себе, тебе дают прицеп, и там самый минимум затрат, который вообще существует в этой жизни. То есть в игре не учитывается ни еда, ни, допустим, какие-то банальные там платные стоянки, ну, платные дороги там это такое, это одна из частей этого всего. Мгм. Сервис, но это все как-то слишком дешево показано, и в реальности это все с точности да наоборот, потому что затраты твои намного больше, чем в игре. А за руль, какого грузовика ты сел впервые? Помнишь? Самый первый грузовик, на котором я ездил, Да, да. ну, если не считать автошколы, то ЗИЛ-130 колхозник. Ой, ЗИЛ, Есть прикольно. ЗИЛ-103, есть, или даже не так, ЗИЛ-130 ММЗ, коротыш, который, совок называется. Он только назад опрокидывал. А потом уже Мгм. на колхознике работал, Мгм. чуть А, подлиннее. ага. Здорово, здорово. А на данный момент ты на каком грузовике работаешь, если не секрет, конечно? Последний раз я на Скане ездил. Но на Скане я мало работал, пока Мгм. ничего толком за ней не скажу. Скане Евро 5. Евро 6, допустим, ну Евро 6 есть два вида. Вот Streamline, допустим, так как в игре показано. Да, да. Streamline экологического стандарта Евро 6. А есть уже нового образца, вот это Scania R или S версии. Вот на них я еще не Мгм. работал.
Мгм. Больше всего я работал на DAF XF 105, MAN TGX Евро 5 и Renault Magnum Евро 5. Слушай, у тебя прям такой Такая большой кабина опыт. получается. Кабина? Ну, скажем так, кабина немножко отличается, не такая, как в игре. Там Мгм. есть предыдущие версии Магнума, допустим, но именно линейки Евро 5 уже. И, ну, там кабина немного отличается, она как Евро 3. Ну, допустим, как тебе объяснить? Кабина такая, как вот, помнишь еще игру такую называлась? Герман Трак Симулятор. Ну, слышала, но я в такую не играла еще. Ни разу. Ну, допустим, вот что-то в этом роде, скажем так. Там вот именно, чтобы понять разницу, их можно просто посмотреть на вид одной машины и на вид другой машины. И можно понять, в чем их разница. Мгм. Я так понимаю, у Как-то так. тебя прямо очень большой интересный опыт именно в вождении разных грузовиков, и отсюда назревает вполне логичный вопрос. Какой грузовик для тебя самый комфортный и самый лучший, по твоему мнению? Если говорить, что машина, которая вышла прямо вот с завода-изготовителя, мне очень сильно нравится Scania Евро 6, вот S-версии, только не R, а S-версии. Она Мгм. высокая очень. Там ровный пол и как бы, ну, комфортная, удобная. Мгм. Volvo мне нравится, в принципе, неплохая Евро 6. А если говорить за кастомные грузовики, ну, допустим, вот, если бы я делал грузовик под себя, то я бы сделал, допустим, Renault Magnum, но поставил бы двигатель не Евро 5, да, а Евро 2. Там стоит просто на то время, в 2000-х годах, Евро 2 двигателя маковские стояли, то есть фирмы Mack. Мгм. Ты же понимаешь, да, что такое Mack? Да, я знаю, Вот. Там знаю. стояли хорошие двигателя хорошие, надежные и очень ремонтопригодные. Вот. Мгм. То есть, как бы, простота залог надежности. Я бы себе на платформе Евро 5 поставил бы просто вот этот двигатель Евро 2 и как бы вот, скажем так, себе такую машину соорудил бы. Ну, там Здорово, уже я... кое-какие еще Да. мелочи, допустим, переделал бы, это так уже, мелочи. Я даже не знала, что можно грузовик под себя сделать. Я думала, что вот ты его покупаешь, и все, и на таком вот и ездишь. Оказывается, всякие кастомные бывают грузовики. Ты так необычно очень. Ну, как тебе объяснить? Вот просто сейчас всего ты этого не видела, потому что это все стоит очень больших денег. Причем это стоит очень больших денег как в Европе, так и в Америке. Тюнинг это дорогое удовольствие. Просто Мгм. есть маленький нюанс. Допустим, в Америке, ну вот, как и в Европе, допустим, свободный выбор продаж. Ты вот хочешь, допустим, вот так же, как ты в игре выбираешь себе грузовик, да, там, допустим, ты выбираешь себе Сканию, там, высокую кабину, там, низкую кабину, пластиковые у тебя бампера или крашеные, так же самое вот решетка радиатора. Все Мгм. так же самое ты можешь выбрать из завода. Так же самое Мгм. выбор двигателя, выбор коробки, выбор редуктора. Выбора редуктора в игре нету, а в реальности они есть. То есть есть Мгм. скоростные, есть наоборот тихоходные редукторы. Вот, допустим, давай возьмем так. В игре, ну, вот мало кто из вас, таких вот, скажем так, геймеров, замечал, допустим, и никогда не обращал внимания на экономию топлива в игре. Никто никогда не смотрел. А вот, допустим, выберешь разную коробку, разный расход будет. Вот. Мгм. Это я тебе скажу со своего опыта, то, что я смотрел. Вот. Так же самое редуктор, ну, это в зависимости от того, для чего он предназначен. То есть машины, вот, ну, почему я тебе говорю, что машину ты приходишь в автосалон, ты выбираешь себе машину, для чего ты ее собираешься использовать. Если ты собираешься использовать ее, скажем так, на небольших расстояниях, ну, допустим, там, ну, 150 километров, может 500. То есть ты не собираешься ездить по автобану, скажем так. Мгм. Вот. И если ты собираешься ездить по таким дорогам, то больше берут как тяговой редуктор, допустим, чтобы, ну, там по горам хорошо было ездить, потому что он более проходимый. На Мгм. внедорожье более хороший это редуктор. А если ездит чисто по автобану, допустим, вот, ну, в основном как вот дальнобой и ездит по Европе, да, что они вот включили там 85-90 на круизе и пошли. Тогда они берут, естественно, что скоростной редуктор и, Мгм. скажем так, коробку, которая не тяговая, а скоростная. И Это все. все И так... он едет, допустим, Да. 1100-1200 оборотов. Это все так И, скажем так, сложно едет экономно и звучит. быстро.
Да. Ой, вообще. Мне Поверь, на еще, этом знаешь, сложности не заканчивается. просто, понимаешь, мне еще как девушке, ну, понятное дело, мужчины, они все равно лучше разбираются в машинах. И я сижу, слушаю, такая про редуктор, такая, так, надо все запомнить, надо все понять, усвоить информацию. Но это, мне кажется, знаешь, вот эта работа дальнобойщиком, наверное, сродни хирургу, потому что хирург, вот он знает внутренности все человека, что где нужно сделать, отрезать, чтобы ему стало лучше. И также вот, наверное, и у вас вы знаете просто, наверное, все про эти грузовики. Это очень круто, но я думаю, это все же очень тяжело. Мы с тобой уже немножко эту тему затронули, но давай теперь более обширно. Насколько все же тяжело работать дальнобойщиком? Какие самые такие вот, ну, выделяющиеся сложности есть в этой работе? Самая большая, вот скажем так, сложность это, во-первых, для новичков это чаще бывает сложностью продумывать все до мелочей. В этой работе невозможно работать, не продумывая все до мелочей, потому что, во-первых, в реальности, что отличается реальности от игры? Нету режима труда и отдыха. Вот в игре режим труда и отдыха, ну какой? Типа едешь, устал, все. А в реальности вот, может, замечала, допустим, вот если вид от первого лица, Мгм. вверху есть такой, скажем так, прибор, называется тахограф. Вот в тахограф вставляется чип-карта тахографа специальная. Она делается, ну, она именная, она делается там на основе твоих водительских прав. Вот. Мгм. И, скажем так, чтобы ездить вообще по Европе, у вас там, допустим, и для того, чтобы ездить, нужно вот эту чип-карту вставлять туда, запускаешь мотор, включаешь, потом уже, получается, можешь ехать. У тебя Мгм. езды в день всего лишь 9 часов, 4:30 и 4:30. То есть ты едешь, получается, 4:30, и ты обязательно должен стать на паузу. Ни больше, ни минутой больше. Мгм. 4:31 уже нарушение. Тебя потом, получается, тебя могут транспортники или полицаи тебя могут за это штрафовать. А, Это в Европе. Вот. Потом, значит, что еще? Там между ними должен быть перерыв 45 минут. мгм. Французы, допустим, во Франции, вот если ездишь, они любят, чтобы было, допустим, 3 часа едешь, 15 минут паузы, 3 часа едешь, 30 минут паузы и опять 3 часа Мгм. едешь. Выходит у тебя 45 минут паузы и 9 часов езды. Еще, Мгм. по-моему, если не ошибаюсь точно, можно брать 1 час дополнительный, там, по-моему, раз или два в неделю. Мгм. Сон должен быть у тебя, отдых. Вообще, через день можно чередовать по 9 часов. Можно 9 часов, можно 11 часов. То есть, как-то Мгм. так. Вот. Но это все зависит еще там, как тахограф уж у тебя еще тоже зачтет, допустим. Если у тебя общего рабочего времени, ну, общее рабочее время это не только езды, это еще, допустим, ты стоишь на загрузке, на разгрузке, у тебя должен быть стоять в тахографе режим иные работы. Там такой есть режим молоточки называется. Это иные Мгм. работы. И вот у тебя всего общего времени, если 13 часов, допустим, то тогда тахограф у тебя засчитает 11 часов отдыха. А Мгм. если у тебя 15 часов общего времени, тогда он тебе не засчитает, даже если ты отстоишь 11 часов, потому что в сутках 24 часа. Ну, я так То есть понимаю, вот до того... ага. Я просто хотела сказать, что это же вроде Говори. бы наоборот хорошо, что так жестко соблюдается режим труда и отдыха, что вы не переработаете, например, и что отдохнете тоже достаточное количество часов. Или это все-таки как-то тяжело? Ну, скажем так, есть тут и плюсы, и минусы свои. Допустим, вот в Америке тахографов нету. Там есть такое как понятие, как логбуки, я знаю, слышал. Есть еще какая-то там ерунда, но я тонкости этих не особо знаю, потому что Угу, нет у меня там знакомых, которые работают. угу, Вот, допустим, понимаешь, 10 часов езды. Просто 10 часов езды за сутки. Все, не больше. Вот если тебя угу, засекут, что больше 10 часов езды, и там есть какие-то эти приборы. Допустим, вот если работать по европейскому тахографу, ну тут свои сложности, скажем так, понимаешь, почему я тебе сказал, что надо продумывать все до мелочей. Вот, допустим,
в реальности тебе надо грузиться где-нибудь там вот в городе, либо же тебе надо, допустим, вот проехать какой-то определенный город. В городе Мгм. могут быть пробки, у тебя время езды остается непрерывной, там, допустим, час или меньше чуть-чуть. Соответственно, что надо сделать? Надо предугадать. Возможно, там будет пробка или, допустим, еще какие-то проблемы. Встань на паузу, отстой паузу и потом езжай, чтобы не было Мгм. проблем с нарушением режима труда и отдыха. То есть Мгм. вот проблемы в том, что я же тебе говорю, надо все до мелочей. Так же самое на разгрузках и загрузках. Вот все документы там называются ЦМР, это как товаротранспортные накладные. Вот. Мгм. И если это еще международный груз, допустим, то еще там, допустим, надо за пломбами следить. Если ты в дороге порвал пломбу, не дай бог, или ее тебе сорвали, стоимость такая будет тебе, это тебе надо вернуться на тот пункт, вот, допустим, ну, на каждой границе, получается, цепляет свою пломбу. Допустим, вот Мгм. едешь, вот заезжаешь, допустим, из Молдовы на Румынию, значит, молдаване ставят тебе свою пломбу, потом ты заезжаешь на территорию Румынии уже вот через этот таможенный пункт, тебе они ставят там свою пломбу. Ну там как Мгм. бы свои тонкости. И вот ты по территории Румынии едешь с румынской пломбой, доезжаешь, допустим, до Болгарии, потом румынско-болгарская граница. На территории Румынии тебе эту пломбу снимают, потом нейтральная территория и территория Болгарии. Там болгары ставят свою пломбу. Если пломба разрывается, если тебе ее порвали, ну, во-первых, штраф, и во-вторых, тебе надо будет возвращаться в тот пункт, где тебе ее ставили. То есть, понимаешь, тебе надо обратно ехать в ту сторону, вот, Да, допустим, всю да. Румынию тебе надо проехать, чтобы тебе румыны поставили свою пломбу. Это ты едешь за свой счет, это солярка, это расходные материалы, потеря времени и штраф. Вот сама подумай, какими это деньгами может выйти. Ну, я представляю, мне Это, даже ну, страшно это не... представить это. В копеечку выходит, уж точно. Да, это... Да, если, допустим, дальнобойщики могут получать в месяц, ну, по Европе сейчас уже где-то 2000 евро, плюс-минус, там 1800-2000 евро, чуть поднялись ставки. Это в месяц. Вот, если, допустим, взять, Или, да, в или как? месяц, ну, Ага. вот в странах СНГ, допустим, зарплаты меньше, ну, вот считай, 2000 может быть вот такой вот штраф, 1500 евро, допустим, за всю эту штуку вот такую вот. Это Казалось бы, банальная пломба, а у тебя, видишь, авка. получается, почти всю зарплату могут в качестве штрафа списать, или я неправильно поняла? Да, Если... все правильно ты поняла. Ой, слушай, То прям есть, очень жестко. Я хотела ну, тогда это, спросить. это еще такой мелочь. Вот смотри, окей, минусы, да, такие вот небольшие сложности мы обсудили. Но какие явные прям плюсы этой работы? Почему для тебя работа дальнобойщиком приоритетнее, чем любые другие профессии? Ну, как тебе объяснить, я же тебе говорю, это лично вот я просто вырос вот так вот, допустим, у меня увлечение машинами, да, то есть для кого-то это Мгм. так, для кого-то, допустим, это еще такой стимул, скажем так, заработать, ну, это свои тонкости, у кого-то такое. Мгм. Есть, допустим, вот в этой работе, что мне нравится, свобода, своего рода свобода действий, то есть, ну, тебя отправили в командировку, ты там у тебя свой рабочий день, скажем так, понимаешь? Ты его Мгм. соблюдаешь, ну, допустим, ты едешь, захотел там, я не знаю, там, в кафешку остановиться покушать. Это ж не так, как ты работаешь, допустим, на предприятии, что у тебя вот обед там с 11 до 12 и строго от А до Я. И ты там работаешь ближе к начальству, что там за тобой наблюдает все, чтобы, не Да, дай бог, да. чтобы ты где-то проленился, пошел покурить и все такое. Тут же ж такого нема. Ну, как бы, относительно, допустим, относительная свобода действий. Мгм. Ну да, ты понимаю, Вот в относительная этом плюс. свобода все равно есть. А ты планируешь карьерный рост какой-то? Если он есть, Конечно. конечно, в этой работе. Есть, конечно. Может, все так же самое примерно, как в игре. Ты можешь просто, допустим, ну, смотря как у кого мозги работают,
и у кого как позволяют финансы. Ну и все зависит, допустим, от того, как у тебя будут появляться деньги. То вот если ты, ну, бывает просто так, вот к чему я говорю. Бывает так, допустим, что вот человек находит работу определенную, ну, как типа выигрывает тендер. Не так чисто Мгм. вот как в игре разовые перевозки, а выигрывает тендер вот какой-то на перевозку того или иного товара. Это как вот как конвейером, скажем так. Мгм. Ему для этого нужна машина, определенный прицеп ну, под эту работу, и он начинает ездить. С этой работы он начинает получать прибыль, потом, если у него остаются деньги, он покупает еще машины, потом, может быть, купит еще машины, и, соответственно, расширяется твоя транспортная компания. То есть в этом Интересно. есть карьерный рост. Но это уже, скажем так, дальнобойщики раньше такое можно было, допустим, раньше было очень выгодно зарабатывать на одной машине. То есть Мгм. можно было ездить и работали машины, допустим, много очень сами на себя. А потом как бы пошли ограничения, допустим, на те же, допустим, вот евро, вот это экологические нормы, допустим, да. Если Мгм. раньше машины водители могли сами ремонтировать, ну относительно, сейчас уже машины вот такие, как Евро 5, Евро 6, напичканы электроникой, и без сервиса ты их не сделаешь. Ну, допустим, что-то у тебя действительно такой вот какой-нибудь датчик там или что-нибудь там, какая-то ошибка такая выскочит серьезная, все, тебе же надо будет компьютерщик. Это уже расходный материал. Вот. Мгм. И, Мгм. соответственно, те же самые запчасти не дешевые сейчас уже. И, соответственно, вот, допустим, почему большие компании выживают? Потому что одна машина зарабатывает тебе на определенные действия. Одна машина зарабатывает там на топливо, другая на запчасти, третья на зарплату. И так пошло-поехало. Вот. Мгм. Все это вместе сгруппируется, допустим. Ну, там, все остальные Я тонкости. поняла. Слушай, а есть ли у тебя какая-нибудь история с работы, какая-нибудь очень интересная или очень тяжелая и плохая, которую ты прям можешь выделить среди всех остальных? Ну, смотря относительно чего, вот, допустим, интересная история. Интересная история могут быть разные. Вплоть до того, что, допустим, знаешь, вот, какие-то там анекдоты или, я не знаю, Можно из поломки какие-то. разряда анекдотов, а можно и из разряда поломки, можно обе, если хочешь Ну, рассказать. допустим, вот мне нравится на работе такое, как сказать, интересное. Э, Скажем так, сейчас дружба дальнобойщиков теряется, вот не так, как раньше было. Но Мгм. вот эти люди, допустим, вот они ездят, они много чего повидали, они много чего могут тебе рассказать, более старшего возраста. Те же самые анекдоты, допустим, ну, это вообще реально отдельная история. Вот. Как бы, если говорить за конкретно мои истории какие-то интересные, ну, я не знаю, может это будет не совсем удачно, когда ко мне, вот, ну, если честно, просто, вот, допустим, когда подходит женщина легкого поведения, начинает что-то там рассказывать, я говорю, не, ребята, это не по мне. Это такое самое, А, скажем так, эпичное, что было. а что прям может подойти просто так, вот эта женщина, Да, и да, предложить услуги свои? Я да. такой, ой, это так. Я их просто никогда в жизни не видела своей, нигде. Даже когда мы где-то ехали с родителями по трассе, я их не встречала. Это так, как будто не от мира сего. Я не знаю, так интересно, господи. И ты им просто на странный вопрос отказываешь, да? Ну, О, как бы, боже. я не предпочитаю, скажем так, пользоваться их услугами. Это не в моих интересах. О, это достаточно интересно. Хорошо, хорошо, поняла. Теперь я хочу, наверное, задать вопрос по игре. Ты как вот настоящий реальный дальнобойщик, как ты считаешь, насколько все-таки Евротрак и American Truck имитируют реальную жизнь? Получается ли у них? Ну, как тебе сказать, вот из разряда тюнинга, допустим, вот если взять, ну, тюнинг там такое, больше приближенный Volvo, Renault Tel уже, скажем так, и Scania, вот к реальности более-менее приближенный, потому что
Ну, в реальности, вот водитель хотел навесить лампочек сзади на спойлер, да, вот как есть Мгм. функция такая на Вольве и на Renault T появилась. Вот, он сел себе навесил. У меня, кстати, вот Ман TGX был, он весь в лампочках был сзади. И вот, кстати, могу сказать одно. Эм, В реальности вот эти вот лампочки на спойлере очень помогают тебе ездить в ночное время суток, если нет освещения на дороге. Ты просто, ну, при хороших лампочках у тебя хорошая освещаемость прицепа, и ты практически видишь весь прицеп Мгм. сзади себя, сбоку, что у тебя происходит. То есть, если ты, допустим, везешь тентованный, ну, едешь с тентованным полуприцепом, тентом, Мгм. мало ли у тебя груз мог сместиться, понимаешь, вот такие вот вещи. Ну да, И вот это да. вот помогает очень сильно. Вот. Как бы такие вот мелочи, там, лампочек, всякой такой ерунды навесить, как бы. А вот именно вот по поводу езды, ну, я же тебе сказал, это вот эти вот прохождения границ. Да, да, Вот в да. игре устает водитель только от того, что он ездит. Но в Мгм. реальности ты вот, допустим, в том же самом накопителе стоишь, да, вот 5 суток или сколько я тебе сказал, прохождение границы. Это человек на самом деле устает очень больше от того, что он вот, допустим, в жару ему приходится сидеть в кабине вот так вот, где нема элементарных условий для жизни. Вот. И как бы Да. вот это вот очень тяжело, от этого человек очень устает на самом деле, чем за рулем. Ну, конечно, я Вот. могу себе представить. Потом, А ты бы хотел тогда вот эти вот, так сказать, особенности профессии добавить в игру? Или пусть она остается такой? не, конечно же, я бы хотел добавить. Я бы хотел, чтобы добавилось, допустим, больше реализма в игру. Ну, не в плане того, что там, допустим, водитель там вышел, вот как вот это а-ля Контракт Симулятор вышел. Что Да-да-да. можно выйти из машины, там починить такое. Это даже мелочи, допустим. Я же говорю, самое элементарное то, что испытывает в действительности вот водитель профессии. Поскольку это симулятор, значит, он симулятор должен быть уже от А до Я, а не так наполовину. Но что мне из плюсов понравилось, допустим, вот когда ты паркуешь прицеп, ну, полуприцеп, скажем, то Мгм. вот физика его движения, вот как ты ломаешь, да, полуприцеп, она действительно такая, как в реальности, и это очень радует. Это да. То есть А, вот я могу тебе сказать, мгм. Не, слушаю, слушаю. ну давай, я же договорю. Нет, вроде А что-то вот, хотел сказать. смотри, да, я же тебе говорю, договорю уже. И как бы вот что мне нравится, допустим, вот, ну кто бы что ни говорил, вот я научился именно ездить с прицепом именно в этой игре. То Мгм. есть у меня, ну, у меня был опыт на обычных грузовых машинах, да, а я, но что остается, допустим, вот что манера езды с прицепом? Тебе надо просто, ну, научиться чувствовать машину и понимать, куда тебе нужно крутить руль, когда ты едешь, допустим, задом. Вот игра Мгм. меня очень хорошо этому научила. Я просто сел сам и поехал. Здорово, Это здорово. вот такой лайфхак, это такой маленький лайфхак для тех, кто хочет научиться ездить с прицепом. Кстати, на легковой машине этот трюк тоже действует. Мгм. Слушай, очень, реально, мне очень нравится с тобой общаться, и сейчас я, наверное, хочу задать последний такой вопросик. Ты заходишь в Евротрак для того, чтобы отдохнуть, или для того, чтобы снова погрузиться в рабочую атмосферу? Или для тебя это одно и то же? А, Для меня это одно и то же. Я же тебе говорю, просто мне Да, нравится да. эта работа, допустим, вот. Ну, бывает такое, что надоедает, и я уже просто не играю. Мгм. То есть Ну, бывает такое. настолько... Бывает, допустим, да. Бывает просто время хочу убить. Мгм. Потому что, скажем так, в игре очень много всего однообразного, всего. И, в принципе, везде, вот по всей карте, что ты ездил, вот какие-то даже вот новые DLC выпускают, там, ну, я не знаю, они все какие-то однотипные. Они не Мгм. похожи немного на реальность. То есть, если бы оно было, вот, допустим, как реальность, действительно, вот навигатор в игре ведет всегда правильно. Никогда я не видел в игре запрета на движение грузового транспорта или запрета на движение грузового транспорта с опасными грузами. Ну, Низких мостов, допустим, или узких проходов. Такого нету в игре. А так в мгм. реальности едешь, бац, нема ни знака, ничего, а мост низкий, ты под ним не проходишь. И что делать? А в игре этого нету. Ну, может быть, когда-нибудь И добавят. сколько раз такие вот, да.
И сколько раз такое было, допустим, вот загрузка у тебя, допустим, где-то в центре города, везде стоят знаки грузового ограничения. Вот что думаешь, что делать, что делать? Вот надо туда доехать, а как доехать? Вдруг там мост, а вдруг еще что-то. Вот так вот ездят, допустим, вот люди, ну если захочешь, поищешь, посмотришь. Вот Мгм. дороги Франции, Италии, там есть такие узкие дороги, что вот заехать заехал водитель, а выехать не может. И были такие случаи, что заезжает дальнобойщик, а выехать не может, и чтобы его вытянуть, ну, вызывает вертолет. Стоимость вертолета варьируется от 2 до 5 тысяч евро. От Чтобы он 2 тебя до вытащил в то 5? место, где ты можешь уже. Да. О, Чтобы тебе это вертолет вытянул на дорогу. жесть, жесть, это очень дорого. Но я так понимаю, да, несмотря на все сложности, на все трудности работы, для тебя все равно, я так понимаю, это твоя отдушина. Можно так сказать, да? Ну, можно так сказать. Нравится Ой, мне просто эта работа. Но есть в этом и большой минус. Допустим, понимаешь, если человек семейный, то для него это очень будет тяжело. В первую очередь это будет для его супруги, допустим. Для его ребенка будет тяжело. Вот конечно, я могу конечно. сказать тебе одно. Если, допустим, вот дело касается семьи, да, вот, ну оно коснется потом дальше, то в любом случае я не буду до конца своих дней работать, ну, дальнобойщиком, поскольку это в первую очередь для меня будет трудно очень. В Мгм. эту работу, я же говорю, многие идут, допустим, не сколько из-за увлечения, сколько из-за того, что есть возможность заработать. Все равно, как ни крути, а тут, ну, так как по месту, ты все равно больше заработаешь, чем по месту. Ну, Это, конечно, скажем так, да. способ выживания. Мгм. Вот. Так, хорошо. Большое-большое спасибо. Сейчас я встану где-нибудь на обочине, чтобы мы могли попрощаться. И на этом моменте, ребята, ролик подходит к концу. Всем вам большое-большое спасибо за просмотр. Очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал, если вы еще на меня почему-то не подписаны. Ну а мы с вами встретимся уже в следующих роликах и стримах. Всех целую, обнимаю и всем пока. Пока. Девка за рулем, за рулем. Девка за рулем, за рулем.